Добрый день, мои дорогие студенты. I'm your Russian teacher, Natalia. It's good to see you today on Natalie Practical Russian. In this video, I'm planning to give you one simple structure in Russian. And I'm going to tell you when I got my skills. And we will practice the dative case. The first part of this video is my story, as always. I want to thank you for being with me here and offer my free material. I have a book. This book has common Russian phrases. To get it, click on the link below, okay? Click on the link and download this material for free. And now, let's get started our lesson. В этом видео я хочу рассказать вам, когда и чему я научилась, какие навыки у меня есть и когда я получила эти навыки. Когда мне был 1 год, я научилась говорить. Я начала говорить, когда мне был 1 год. Может быть, чуть позже, может быть, чуть раньше, я не знаю точно. Когда мне было 2 года, я научилась ходить. Я начала ходить, когда мне было 2 года. Тоже может быть немного раньше или позже. Когда мне было 5 лет, мой папа учил меня плавать. Я научилась плавать, когда мне было 5 лет. Я плаваю не очень быстро, я плаваю медленно, но я умею плавать. У меня есть этот навык, я умею плавать. Также, когда мне было 5 лет, моя мама учила меня шить и вязать. В теории я умею шить и вязать. Я давно не делала этого, но моя мама научила меня, когда мне было 5 лет. Также, когда мне было 6 лет, я научилась ездить на велосипеде. Моя мама учила меня ездить на велосипеде. Когда мне было 5 или 6 лет, у меня был велосипед. Когда мне было 7 лет, я пошла в школу. В России дети идут в школу в 7 лет. Дети начинают учиться в школе. И когда мне было 3 года, я начала ходить в садик. Когда мне было 3 года, я пошла в детский сад. Я ходила в детский сад. И в детском саду, когда мне было тоже 5-6 лет, мы учились рисовать. Но я думаю, я не научилась, потому что мне это не нравилось. Я не люблю рисовать. Может быть, кто-то сказал, что я рисую плохо, когда я была в детском саду. И поэтому я не люблю рисовать. Максимум я могу нарисовать домик. Домик. Окно, крыша. Это мой максимум. Когда мне было 7 лет, я пошла в школу. А когда мне было, не знаю, сколько, 13-14 лет, я думаю, это был 6-7 класс, мы учились готовить. У нас были уроки, где мы готовили. Если честно, мне тоже не нравилось учиться готовить. Я думаю, я научилась готовить, когда я стала старше, когда я начала жить одна. Когда мне было 20 лет, я училась готовить нормально. Когда мне было 16 лет, я пошла в колледж, я училась в колледже. Когда мне было 18 лет, я первый раз начала работать. Я работала в уличном кафе, я работала официанткой, и я работала только 1 лето. Позже я также работала. Когда мне было 22 года, я думаю, я училась в университете, и я тоже работала в кафе, я работала в пиццерии, я также работала официанткой, и тоже это было 1 лето. Когда мне было 19 лет, я научилась водить машину, у меня есть водительские права, в теории я умею водить машину, но в практике я не умею водить машину, потому что я научилась, когда мне было 19 лет, но больше я не водила машину. У меня нет практики, поэтому я считаю, что я не умею водить машину. Я знаю как, но у меня нет практики.
Когда мне было 20 лет, я закончила колледж. Когда мне было 20 лет, я пошла учиться в университет. Когда мне был 21 год, я научилась работать в технических программах. В тот момент я изучала программу AutoCAD, это была моя первая техническая программа. Также, когда мне было 22 года, мы первый раз ездили за границу. Когда мне было 22 года, я первый раз поехала за границу. Это была Финляндия, мы ездили на машине, это было прекрасно. Когда мне было 23 года, я первый раз летала на самолете. Мы летали в Грецию. Мы с подругой летали на остров Родос, это в Греции. И это был первый раз, когда я летала на самолете. Может быть, мне было 22 или 23 года, когда я первый раз летала на самолете. Я точно не помню. До этого я не летала на самолете. Мы ездили отдыхать на юг России, но мы ездили на поезде. Мы не летали на самолете. И также, когда мне было 24 года, мы летали на самолете в Италию, мы с подругами отдыхали в Риме. Это была тоже очень восхитительная поездка. Я отлично помню этот наш отпуск. Что еще? Я не знаю, когда мне было 24 года, я начала работать в проектной компании. Может быть, когда мне было 25 лет, я начала работать в этой компании. Я уже делала проекты, когда училась в университете. Я уже работала в 24 года или в 25 лет. Я начала работать полноценно. Я работала 5 дней в неделю. Да, и я отлично помню этот опыт тоже. У меня уже были навыки, я уже умела работать в технических программах. Это было прекрасное время. Хорошо, о будущем. Когда мне будет 35 лет, я хочу выйти замуж. Я думаю, правильно сказать, до 35 лет я хочу выйти замуж. Но, конечно, планы могут меняться. Еще, не знаю, когда мне будет 40 лет, я хочу написать книгу. Но я тоже не знаю точно. Это только мои планы. Когда мне будет 50 лет или когда мне будет 60 лет, я хочу жить в доме с садом. Я хочу сад, мне нравится эта идея. Я хочу спокойно жить в доме. Это прекрасно. Но это только планы. Я не знаю, что будет в будущем. Вот такие навыки я получила, когда я была маленькая. Еще я забыла сказать. Нет, я рассказала все, я думаю. Нормально. Да, я умею водить машину, я умею шить, я умею готовить, я умею плавать. Я не умею играть на музыкальных инструментах. Эти навыки я получила в течение своей жизни. Чему научились вы и когда, мне очень интересно. И сейчас я хочу повторить правила для вас. Мне и сколько вам лет? Мне 20 лет, мне 25 лет, мне 30 лет, мне 31 год, мне 32 года, мне 33 года, мне 34 года, мне 35 лет, мне 38 лет, мне 40 лет, мне 41 год, мне 42 года, мне 45 лет и так далее. Да? Мне, тебе, ему, ей, нам, вам и им. И в прошлом мне было, тебе было, ему было, ей было, нам было, вам было, им было. И в будущем времени мне будет, тебе будет, ему будет, ей будет,
нам будет, вам будет, им будет. Да? Это дательный падеж. Хорошо. Answer my question below to practice this rule more. That's a very important part. I want you to practice speaking Russian, okay? If you haven't done my material, click on the link below and download my book. That's for free. I also have a Patreon page. I created new page and you can download PDF files with my stories if you want to read my stories. Thank you for watching this video. I wish you a wonderful day. Спасибо, хорошего дня.